Камера, мотор, погнали. Пора начинать. Всем привет. Ребята, всем здрасте. Наконец-то пятница. Наконец-то мы с вами встретились. С вами, как обычно, я, Екатерина Пряникова. Я рада вас приветствовать на моем игровом канале Пряник Гейм за прохождением какой-нибудь очередной игрушки. Ну, всем уже понятно, какая это очередная игрушка. Мы вступили, значит, в Ведьмака. Просто ногой наступили. И, значит, будем играться, веселиться, развлекаться. Чай стынет, да, у меня стакан воды. Мне что-то не хватило времени на чай, так что я буду без чая. Кусики, кукусики. Рассказывать, доставать, показывать. А вот она, я достаю себе, показываю и буду рассказывать. Я уставший енот, мы сегодня не будем долго с вами играться. Мы так чуть-чуть поиграемся. Ребят, у меня не было времени на неделю вообще запускать ничего абсолютно. Поэтому я не поразбиралась нифига в игре. Ни в кнопках, ни в шлепках, ни в чем вообще абсолютно. Поэтому страдайте, если хотите, не страдайте. Я буду играть так, как я умею, так, как я могу. И все. На этом все. Привет, привет, Ольга, привет. Да, это уже второй стрим по Ведьмаку. Я играю как Валера вообще в нее. Ну, пока что, как бы... Понятное дело, что когда игра для тебя новая, в это дело очень сложно играть. Потому что управление там вообще пианино. Там, чтобы до альта дотянуться, когда тебе надо увернуться, это вообще что-то непонятное. Мне кажется, надо просто не пользоваться альтом, а херачить. Вообще лучшая тактика — это нападение. Просто идешь первый, всех убиваешь нафиг, там режешь листом бумаги А4, который сейчас на вес золота, да? Вместо того, чтобы мечом там кого-нибудь чекрыжить и убивать, или маленьким кухонным ножом. У меня вот такой вот ножик есть, вот такой вот у него, такой длинный лезвие. Просто прикинь, таким маленьким ножиком просто так кого-нибудь убиваешь. 300 ножевых вообще, и человек не помер. Огонь. Ребята, рассказывайте, как у вас дела? Я пока что буду переключаться на игровую сцену. Благо, что я игру запустила, нам, наверное, останется там дело за малым. Поэтому погнали. Так, вот сюда. А это вот сюда. Я ничего не меняла, по звукам должно быть все у нас с вами хорошо. Это можно пропустить, мы это все с вами видели. Пряник Гейм. Мне надо сделать себе потише в ухо, иначе я оглохну. А если я оглохну, то оглохните вместе со мной вы, потому что что? Потому что я буду громко кричать тогда в микрофон, как сумасшедшая. Уи! К игре. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Ага, мы же Йеннифер ищем. Кто не смотрел, мы, значит, пришли в какую-то деревню. Там нам сказали, что надо убить Грифона, по-моему, или кого-то там, короче, надо убить. Я тут отхватила люлей уже. Короче, на меня сагрилась еще стража, потому что я не поняла, каким образом я, короче, их ограбила. Я просто подошла, что-то взяла и такая, а он на меня, ты чё такой наглый? И просто все, началась погоня. И как бы я побежала, куда-то убежала и вернулась. Долго привыкал к управлению. Ну, блин, да. Тут много всего, как-то прям так. Я уже думала, знаешь, может быть, по итогу взять джойстик, потому что я уже привыкла к джойстику, но потом думаю, нет, все, я играю с клавомыши, будем играть с клавомыши. А где Макс Пейн? Нету Макс Пейна, нету! У нас Ведьмак.
Так, у нас тут Весемир. Нам надо пожрать. Восполнить себе. А подожди, а Ф это... Он будет пить. И он также себе восполняет ХП. Хорошо. Кусики, кукусики. Всем привет, всем здрасте. Всем раздают сладкие волшебные поцелуйки. Пряничные. Так. Значит, это у нас тут основное задание. Мне надо вспомнить, ребята, блин, какими кнопками что тут вызывать. Карта задания. Дополнительно. Я хотела по дополнительным заданиям еще походить. И я... пропавший без вести. Найти кого-то там. Чего-то там. А, это мы не пока... Ну-ка, где это мне покажет? Мне надо научиться еще быстро перемещаться между вот этими всеми делами. Пойдемте, короче, сюда. Все, я хочу по второстепенным чуть-чуть походить, немножко поразминать лапки и привыкнуть к этому всему делу. Так, кто помнит, как подозвать плотву? Вот так, на X подозвать плотву. Еще не все потеряно со мной. Еще что-то моя голова помнит. Плотва, оседлать коня. Хорошо. Почему? Где у меня повозка? Не нужна мне повозка. Давай, плотва. Давай, плотва, задави дядьку. Побежали по деревне. Топчем гусей, топчем уток, топчем курей. Ху-ху. Всех топчем. Перетопчем. А, тут у нас... Я помню, тут задания можно брать же, да, какие-то, или что? Короче, доска объявлений, тут всякая херня. Эй, мужики, кто может плуг отложить, а то я свой об камень в поле погнул. Ну, что ж ты так? Давай возьмем все. Разыскивается дезертир, смерть захватчикам, новый порядок. Ребята, какая у меня новость, значит, тетя Катя стала бабкатей. Значит, я посадила огород. Понятно, что это пока что все в горшочках. Да. Пока что это все в виде рассады. Но у меня уже что-то да проклевывается. Там, прикиньте, да? Бабка Катя будет выращивать в этом году полноценный огород. Не буду филонить, как в том году. В том году у меня только цветочки были, и на этом все. Быстро перемещаться только по указателям. Ну да, и там как бы тратиться будут штучки полезные, всякие разные. Но я про другое. Я про управление именно всеми штуками. То есть, типа, быстро карту открывать, там быстро инвентарь открывать, переключаться между картой и инвентарем. Вот это вот. Я пока что в этом прям улитка. Кого там кто убивает? А, там квазимоды эти? Да идите нахрен, пусть они вас убивают. О, аля, стражник гуляет. Подожди, куда мне там? Плотва не так быстро. Так, вот. Мне надо вообще все сейчас через лес идти. Я не туда пошла. Мне надо через лес идти. Сейчас меня в лесу поймают какие-нибудь бабайки и съедят. Я не удивлюсь, что так и будет. А я еще не поняла, как тут влияет день и ночь. Тут темно ночью становится, да? Смотри, там кто-то бежит. Наверное, собаки. Так, и чё тут, ёптать? А, мне тут надо чутьем своим искать. Точно. Чутьем моим надо искать. Повозки, она заехала в болото. Она заехала в болото. Сейчас эти увидят, что я вот опять что-то у них беру. И такие, типа, ты чё, ёпты? Ты чё, мать твою? Помнишь это задание? Тут будет что-то страшное. А, это мед, и этот мед надо, это пчелы, что-то там им, мне Владося говорил, что надо им... А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Ой.
Воска утыканная. Да идите, сейчас мне тут придут наваливать. Доставай свой меч, кладенец. Как доставать меч, я не помню. Я не про... А, во, все. Я помню, как убрать меч. Вроде как. Но это не точно. Они, может, уйдут? Нет. Что мне надо сделать? Найти коробочку, ёптать. Коробочка, вот, алмазная пыль, шкура какого-то говна. Еще какое-то говно. Вот еще какое-то говно. Лошадь у него, значит, тут застреленная. А вон чувак. Мертвый чувак валяется. Смотри-ка. Прямо в шею. Хороший выстрел. Хороший выстрел. Кто же его Или у убил? этого моего купца серьезные проблемы с памятью? Или он врет? Ну, может быть, он врет. Может, он козел какой-то. Может, он убил этого чувака и хочет его коробочку теперь. Потому что тут утопцы, значит, и он не смог ничего забрать. Ему было страшно. И он, значит, это... А что за бочка? С чем эта бочка? А, погоди, это ёптать. Это ёптать, надо что-то нажать. Не то. Это я не то нажимаю. Короче, мне надо, да, вспоминать все. Это защита вокруг меня, это защита. Бочка может взрываться. Приветственный кусик. Кусики-кукусики, ребят. Это чтобы утопцев этих отпинать. Я помню вот это вот урон огнем. Все, выбери. Так, подожди, я вспомню все, может быть, и не вспомню. Мне как наводить на вражине. Блин, X это звать плотву. Я не помню, как накидывать таргет, прикинь. Стрела. Коня жалко. Мне вот сама всего жалко коня. Где-то, наверное, у этих уродов. Коробка. Нужная мне, да? Пчелки тоже упадут, если я огнем бахну. Кстати, да. Кстати, да. Надо попробовать будет. И где же коробка? Вот, наверное, сундучок. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Вернуть ценный груз. А можно и не драться. А давай-ка вот так сделаем. Я хочу просто попробовать. Тыщ. Так, мы спалили к чертовой матери улей. Взять. Да, вообще. Я убийца пчел. Мать твою за ногу. Лотва, седлать коня. Вернуть ценный груз купцу. Сейчас мы ему вернем ценный груз, и он скажет: о боже, спасибо, о боже, я так рад. А, он тут недалеко вообще. Смотри-ка, как интересно. Сидит тут возле костра, какает в деревяшку. О, так что, Хай. нашелся сундучок-то мой? Нашелся сундучок-то мой. Ребят, кстати, как слышно? Все ли хорошо? Меня игру, все ли нормально? Не надо ли ничего добавить или убавить? Угу. Так, ну-ка давайте. Я тебя Нашел я раскусил. твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Водные бабы из лука не Других стреляют. подозреваемых нет, вот я и думаю, что... А у него там лук за Осторожно, спиной. сзади! Сзади. Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Ха. И чё? По итогу мы сундук этот ему не отдали, потому что мы его раскусили, он врунишка.
И что нам надо? Догнать этого урода? Ладно. Быстрее. Давай, плотва. Поскакали. Все норм, все хорошо, ну и отлично. Фрост, привет, привет, привет. Как у тебя дела? Давай, конь мой вороной. Поскакали, плотва, скорее. Догоняем. Я вижу цель. Все? На ходу просто. На! Ха. Зарубила. Надо его привести в чувство. А, нет, его не зарубила, его просто это... Подъем! Вот видишь, на Да, вороне под жопу далеко его не пинай. уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмер. Картошку 6-я спалил. Тюменская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. У него чепчик такой Это был угарный. медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. А что мне сделать? А зачем мне его доставлять к нильфгаарцам? Чтобы они... Но я могу себе оставить лекарство, потому что оно мне может пригодиться, да? Я выбрала бы либо первый, либо третий пункт. Ай, Владосенька, привет. Делать так, как считаю верным? Ну ладно, давайте его доставим Я к... доставлю тебя к нильфгаарцам. Ты убийца, а не солдат. А ты предатель. И когда-нибудь тебя еще повесят. Ну, по-моему, тебя, чувак, повесит. Как-то Эй, вот... солдат, вы не ждете какой-нибудь Чувака. задержавшийся транспорт? Что? Да. Капрал Финнет поехал в штаб за Алла лекарствами, Финнет. что-то не возвращается. Должен был быть пару дней назад. Ай, не будет Лекарство его. здесь, в коробке, а это 3 в одном. А мне заплатят? Мошенник, вор и убийца этого Денежку. вашего капрала. Мани, мани, мани. Ты сдох, мутант. Вот тебе. Уж капитан Петер сдох. подготовит ему прием. А тебе, Нордлинг, причитается коня убил. благодарность. Лекарства эти жизни нашим ребятам, может, и не спасут, но им хоть помирать будет легче. А чем больны солдаты? Чем больны ваши солдаты? Не знаю и не спрашивают. Тех, что слишком интересуются, отправляют тут же на фронт. Должен Денежку сказать, я дадут? рассчитывал на более конкретную благодарность. Лучше всего золотую и звенящую. А чё этот чувак? Не только Я в чепчике, думал, но и ты в так. платье. Из убеждений, не из жадности. Я Ладно, работаю возьми. за деньги, чувак. Запомни и другим передай, что Нильфгаар щедр с теми, кто готов ему служить. Хорошо. Вот и заработала денежку Екатерина. Ну вот как-то так. Не читала я книжки. И ничего не читала. Вообще читать не умею. Не, шутка, конечно, читать я умею. Я научилась читать. Так, дополнительные задания. Пропавший без вести. Давайте найдем Дуни Вильдерверта. Кто это у нас такой? Плотва! Иди ко мне, моя вороная. Ну что ты там? Каких-то непонятных. Седлать коня. Я первая сдала челика, а что, раньше никто не сдавал чувака? Но! Залазь куда-нибудь.
Он убил коня, понимаешь? Если бы он коня не убил, если бы он не был вот это вот, кто животных обижает, я, может быть, бы и не поступила таким образом. А так он коня убил. Я же говорила, что мне жалко, когда страдают животные. Я не могу в фильмах смотреть, вот, например, ну, какой-нибудь там фильм на военную тематику там или еще что-нибудь. И если вдруг там страдают лошади, то все, нафиг, я буду вырубать. Я не могу это смотреть. Когда убивают человека, я могу смотреть. Когда убивают коня, не могу. Вон коняшка лежит. Мне жалко животинку. Ой, ты там... Оленята, кто ты? Сам ты урод. Но пошла. Обзываются на меня. Урод, говорят. Сами-то некрасивые. Все вон страшные какие-то, в грязных шмотках ходят. Не стирают нифига. Еще совсем бессовестные. Что нет? Кто-то там у них блюет или что происходит? Если убил и не съел, убийца. Согласна. Солидарна. Надо быть, я не знаю, если можно это сказать, гуманным, типа, что ли. В плане даже убийства. Прячьтесь, ёптать, блять. Я нахрен бегу просто галопом, ёптать. Всех сейчас курей, ёптать, ваших передавлю, блин. Все, шатка моя чуть подустала. Сидел дьявол на трубе, ребенок поет. Я думаю, что со мной это прохождение будет очень увлекательным и очень интересным. Так. Дуню нам надо найти. Где же Дуня? Я что-то ничего не собираю, лут не собираю. Что я бегу, как ураган. Дуню искать. Тыгадым, тыгадым, тыгадым. Куда-то вон туда надо будет. Ой, надо было карту открыть и срезать сразу. А, ну тут не срезать сразу. Так, там эти, по ходу дела, ходят. Так. Дуня, вот она наша Дуня, Дуняша. У него собачка, смотрите, собачка. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Если Это не как моя я, собака, то а часто. моего брата Бастина. Хотя теперь уже, наверное, У моя. собачки, смотрите. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было, и с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему. Сделай, как Самогонку я. гнал? Отрежь Нифига себе палец себе. или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. У меня есть огонь. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Собака Послушай-ка, гусар? я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гули. Для парада, И помоги найти конечно. Бастина. А я тебе хорошо Я на заплачу. гей-парад пойду. Буду предводителем парада. Сейчас я одену свою красивую пижамку разноцветную, цвета радуги, и пойду со своими мечами. Ладно, я тебе помогу. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. А Очень денежку заплатит мне? Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем, а дальше пойдем вместе. А чё сейчас вместе не пойти? Выпал 2 ведра, и голова болит с утра. Плачет барышня. Плачет девушка в автомате, перепачканное лицо. Или как там?
Вся в соплях и в губной помаде. Собака бежит. Ты зайка. Ну я без тебя добегу. Ой, ну Литка просто бегает медленно. Брррррр. Давай, Дуняш, ты где? Где Дуняш? Или он бежит еще? Заяц, заяц, заяц! Смотрите, два зайца. Привет, привет. У меня все нормально. Как я обычно говорю, все отлично. Ну, нормально. Наверное, так себе, конечно. Все хуёво. Не, все хорошо, ребят. Как у вас дела? Хорошо, что ты пришел. Бастин, его тело, должно быть где-то здесь. А может мы найдем Точно так же, его как тела сотен других. живым? Ты что, собираешься На осматривать каком-нибудь все дереве. трупы подряд? Времени это займет А прилично. у нас есть собака, которая Успокойся. нюх есть. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Маленький так что по цветочек? этому знаку мы быстро Аленький. найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Все норм, прорвемся. Одного тоже щита так тоже думаю. хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Так, выполняя некоторые задачи, вы будете знать только примерное расположение вашей цели. Отправляйтесь в отмеченную область. А куда там нам идти, отмеченная область? А, тут большая область, да? Тут надо много будет ходить. Ну, идем. Столько трупов. Война только началась. Гуль, гуль, гуль. Ах ты, сука, вонючая. Мррр. На! Просто голову нахрен отрубила. На! Жопа драная. Так. Хорошо. Надо пожрать. Или попить. Фу. Пей. Восполняй свои жизненные силы. Ага. Так. Нам надо что? Меч мы взяли какой-то. Ну, я очень рада. А, я могу брать всякую вот эту еще какашку. Мне надо с цветочком какой-то щит ведь. А, тут можно... Смотри, я могу топор брать тупой. А если топор будет не тупой? О, яд! Ух ты ж. Смотри-ка. Вот с цветочком, смотри. Нажмите Е, нажимаю. Нет, не похож. Гули не токийские. Ну так что, гусар? Ой, Чуешь привет. хозяина? Привет. Как всегда, ты залетаешь с красивыми строками. Так, ищем еще щиты. Собака, давай. Собака, ты можешь? Вот еще, вот, смотри. Кожа вся сожжена. Тут знаю, вот что вкусняшка. сложно сказать. Голова, кишки. Он Давай сделаем, что он знает, и пошли отсюда. Он его учуял. Гусар учуял Бастина. Вперед! Хорошо. Вперед. Идем по следам пса. Где пес наш? Смотри, смотри, домик, домик. Это еще ничего. Поручик Живой сказал сидит. нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают. Спасибо. А он все
И привет Солдат тебе. с полным желудком в битву идти не может. Я же Будете говорила, сидеть, пока не живые высидите. будут. Представляешь, болван. Прекрати! А это что-то и Ребра у кровь, и меня сопли там. болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан! Он Это два Он тебя взял врага? в плен, этот нильфгардец. Нет, он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, Они что друг с меня другом зрение враги, я отшибло. поняла. Росон У меня всё наткнулся хорошо, на а у меня, тебя как когда дела? полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел Хромова, пока мы не нашли эту хату. Ля, у этого шорты просто драные Заберу тебя какие-то. домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Ну-ка, подожди-ка. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Опешил чувак. Дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Вот и бери. В хозяйстве Спасибо, пригодится. Вот твоя награда. Ну-ка, Да ну-ка, ну-ка. хранят тебя боги. Какая там награда? Чё ты мне дал? Чё мне дали? Очки опыта? А деньги? Мне бы денег. Еще чего-нибудь там, я не знаю. Еды. Так, ну они тут, ладно, они тут сидят, что-то у них веселье какое-то, сера. Там еще что-то. Козья шкура. Я так и не поняла, кстати, как, если что, смотреть. Собачку бы погладить. Такой собачка. Так, хорошо. Ну-ка, погоди. У нас что, больше нету заданий второстепенных или есть? Подожди, а где вопросики? Это что-то надо делать, да? Где вопросики? А что, подозвать лошадь? Я помню. Я там видела вопросик. Мне как... Можно как-то поставить? Вот. Можно. Давай пешком пробежимся. О, нифига себе, смотри. Чуваку плохо тут. Не, давай на коне поедем. Латва! А, так тут недалеко, ёптать, я кукундя. Давай, плотва. О, тут у меня еще гули-гаргули. Давай, доставай свой ёптать меч, бля. Сколько их? 3? Капец. Гнездо чудищ. А мне страшно. Это я зря сделала, да? Покажи, что умеешь. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, тихо-тихо-тихо. Тюх. Их там что-то, наверное, дохренище или как? А вот это все надо собирать? О, зуб чудовища X3. У меня 3 зуба чудовища. Я буду подходить сейчас ко всем чудовищам, показывать видео зуб. Следующий будет твой. Что тут за вообще
Какие-то звуки, мать твою, за ногу. Это место силы. Это- Отсюда изливается магия. Отсюда изливается магия. Бомба, микротечь или танцующая звезда. Нажмите Е. Это вот это вот. А у меня есть? И ёпта, чё, блядь, делать? Я зачерпнула какую-то силу. Гнездо бурей, надо его уничтожить. Как, блядь? У меня нету ни хрена. Привет. Я не знаю, чем его уничтожить. У меня нету ни хрена. Где моя плотва? Плотва, иди ко мне. Вот моя плотва. Седлать коня. Так, ладно. Погнали тогда к Весемиру, к нашему. Я не знаю, как это сейчас дело уничтожать. Бомба нужна? Ну да, я поняла, что там нужна какая-то бомба, а у меня нету бомбы. Нужна бомба, нету бомбы. У меня конь спотыкается. Просто об трупы. Куда? Все правильно, сюда. Тыгадынь, тыгадынь. И мы тогда пойдем убивать ту летающую птичку. Да? Сейчас я просто пойду. Так, я мимо, чуваки. Я просто мимо проходила. Мне не нужны с вами никакие... Вообще, блядь, ёптать нахрен в заборы. Конечно, вообще. Я так счастлива. Сейчас нахрен деревню завалят. А я такая мимо просто прохожу. Да и хрен как бы с ними. Главное, чтобы мне пизды не наваляли. Я к Весемиру вообще иду. Там какие-то куча вопросиков. Что за вопросики, мать вашу за ногу? Ну, все. Самой мощной пушкой была... Чего? Кто? Кто-то был? Я не знаю. Возможно, так и есть. Возможно, так и было. Когда-то давно. Меня там не было. Устала, конячка. Суп-то надо готовить. Она хочет из непонятно чего суп готовить. Но, давай. Там что, кот срет сидит, что ли, или что? Че ты, мохнатая жопа, а? Че ты? Иди отсюда, иди отсюда. Я тебя сейчас устрою. Шипит на меня. Ладно, все. Хватит турковать. Давайте потрендим с Весемиром, да? Да? Что такое? Занялся я этим заказом на Грифона. Ну и? Пора ставить ловушку. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Когда Значит, хвост там и такой увидимся. забавно нарисованный. Надо приготовить эликсир гром. Так. Алхимия. А где эликсир? Чтобы создать предмет, нужны подходящие ингредиенты.
Не хватает ингредиентов. Подожди. Я что ли сама тут буду делать? Описание созданного нами предмета. Создавать предметы двух типов мы можем. Подожди, это какая-то херня. Где, блядь, это? Как этот понять эликсир? Зачем мне алкоголь? Вот эликсир. Гром. Есть все. Вот. Нажмите, чтобы создать. Ну, либо... Ладно. Хорошо. В процессе игры его необходимо подготовить в окне рюкзака. Как, блядь, это сделать? Чтобы выбрать pick up и pick down. Так. Если тут надо перенести его куда-то, погоди, где? Вот эликсир. Его надо перенести вот сюда. Ага. Или F из второй. Погоди-ка. Ну-ка, сейчас. Сейчас мы выйдем и посмотрим. У меня на Т это будет. Все, я поняла. Фокси, привет. Привет, Лиська, Лиська. Алкоголь, да, надо... Алкоголь — это целый мир. Ложь, нищета и вор. Давай. Да. О, вот это вот я не люблю, когда вот так вот гуси делают. Это вообще страх просто. Что-то бежит, бежит, га-га-га-га-га. А еще когда они вытягивают свою шею и вот так вот а-та-та-та-та делают. И просто все там. Только не за жопу, только не за жопу. Сверчков любишь? Любишь сверчков? Пацан спрашивает. Ты их сырыми ешь? Или мертвыми? Гуси крутые, гуси это жопы ходячие. Вороний глаз. О, давай я соберу вкусняшку. Так, Весемир. Речка, Давай. золотая нива. Очаровательное место. Самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Ты готов? Ух. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Баран. Теперь Где остается приманки у нас? подождать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Между березами. Сейчас сныкаемся. И нас там съедят клещи. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Не, я еду в Каэр Морхан. Рановато для зимовки. Сверчки с Да, алкоголем. с ними Надо еще попробовать. И это меня Скоро будет беспокоит. лето, я попробую. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. Спрятать наши А что тропинки. до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Блять. Как-то пугало сделанное так. Жутковато. Деликатес. Главное, чтобы моя плотва сейчас не пострадала. Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Сейчас здоровенький был. Арбалет. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Карты? Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит Игрок. разговоров. Надо грифоном заниматься. Конечно, ты проиграл, а он выиграл. Арбалет — это пипец. Чё, он тугой? В стрельбе?
Сейчас хочу. ударит. Его все время надо с арбалета пиздить, нет? Ах ты жопа драная. С арбалет, конечно, его как-то безопаснее, блядь. Подожди, а мне надо... Зачем мне... Тихо, тихо, тихо. А где? У него что, нескончаемые, что ли, стрелы у этого арбалета? Моя плотва там! Плотва, уходи нахрен! Тихо, котейка, ты чё, малыш? Как-то мне не нравится, не нравится, не нравится, не нравится, не нравится, не нравится. Мне не нравится. Блядь, да куда-нибудь ты, ёптыть! Жопа драная, подожди. Охранный щит наносит урон огнем. Быстрый! Так, подожди. Я ватрушка. Блин, он нормально не прожимается. Давай, Весемир, там, долбашь его. А чё ты, подожди, я хочу... Почему ты, блин, магическая ловушка, оказывает влияние... Удар, блядь, по жопе, Катя, не получай. Не упускай его! Ой, да заткнись ты, мать твою. Садись на коня, где плотва моя? Я просто пешком побежала. Плотва! Мать твою, бегом! Плотва! Блядь, ты чё, дура у меня там? Вон туда нам, бегом! Ой, Катя, ватрушка! Давай! Только не нужна была она тут мне. А чё, тебя уже просто так? Может быть, нет? Куда ты? Подожди, птичка. Тихо. Ты чё? Достань меч, ёб ты, дура! Подожди, где? Где? Блядь! Да это какой-то кошмар! Где? Срань!
Так, стопэ, давайте почитаем. Я горе-охотник, хорошо. Куда пенсия делась? Она там бегает, пенсия. Так, я вообще стреляю прям... Как-то мне не очень удобно с этим ссаным арбалетом. Да надо бить. Не меня надо, чтобы били, блин, Катя. Давай, Весемир, пизди его. Орёт. Давай, иди сюда. Где ты, мразота? Тихо, тихо, тихо. Весемир, не с той стороне. Кто следующий? Да блин, твоя жопа следующая, стоишь там, что-то развлекаешься. Последняя тычка или что там? Давай! Я победила! У меня мышка вот так все дергается. Мне, наверное, надо понизить чувствительность, да? Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Есть над чем поработать. Конечно, ты в стороне стоишь, если есть над чем работать. Ты должен не лениться, а помогать мне убивать всяких бабаек. Ты стоишь там, в носу ковыряешь, блин, усы свои расчесываешь. И, конечно. А я там с этим арбалетом, блин, пук-пук. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. В Dark Souls у меня там вообще жопа горела. Но об этом позже. Dark Souls это не мое. А я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Так, что взять? Сырое мясо. Чудище болотного. Разделываю. О, плотва, поешь мясо. Мы нашли мутаген. Используйте его, чтобы улучшить умение или приготовить особое зелье, которое называется мутагенным отваром. Откройте окно персонажа, чтобы узнать больше. Откройте окно персонажа. Как? Чтобы узнать больше, блять. Я узнала больше. Я открыла что-то. Я узнала... Очень много я узнала. А нахера мне вот это зелье? Что оно делает? Токсичность? Сила атаки. Блять, надо было зелье сожрать нахрен. Рецепты и чертежи можно куда-то прикреплять. Я не могу делать алкоголь, потому что у меня нету пустой бутылки и вишневой наливки. Ребята, кстати, мы сегодня сделали вывод, что в магазинах отсутствует сахар, потому что его скупают все для того, чтобы ставить самогоночку. Потому что что? Потому что алкоголь к нам завозить многие сейчас не будут. Мы, значит, останемся себе без алкашки и будем жить просто на самогоночке домашней. Угу. Обед. Ну, хоть не сверчки. Ну, да. Кошка. Мы можем кошку делать. Это же барбарис. Берберки. Водная эссенция. Просто воды из реки что нельзя набрать? А белый мед. Каприфоль. Господи. Ласточка. Мозг утопца. Ласточкина трава. Обалдеть. Ладно. Хорошо. Пойдем седлать коня. Ничего тут интересного нет. Ну, пошла.
Большая птичка, ёпта. Давай, погнали. Держи. Что за лошадь? Чей конь? Быстрее. Спирта на всех хватит? Я вот тоже так думаю. Бля, не, я отсюда Отсюда изливается развалю. магия. Изливается магия. Тут я пизды получила. Магия тут изливается. Ага. Изливается магия. Желчь из моего рта потом тут изливается после вашей магии. Ай, какой красивый закат. А, я сейчас иду, отношу голову, значит, этого кракозябрика. И мне дают денежку, наверное, да? Ах ты, сука. Блять, как мне вас... Ой, да давай, плотва, нахрен. Погнали, ёпта! Нахрен этих волков. Вон, пусть отжимающихся жрут. Все, побудь тут, плотва. Я бегу за своей наградой. Пропустите меня. Мне здесь очень рады. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Он просто доставщик. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За Не, у поставку нас испорченных пенсионеры товаров, с ума 15 сходят ударов по кнутом. сахару. Выполнять! Нет, нет, ради богов. Только не бейте. Чего? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. А со мной ты нормально тогда говорил. Они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну что? Не был бы на твоем месте. Ха, съел Говори, зачем пришел? кривоносый. Зачем пришел? Зачем пришел? Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Ты мудак, чувак. Стой! Чё тебе? Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Некоторые диалоги требуют быстрого ответа. Выбирайте реплику, пока время не истекло. Ладно. Я же не за просто так работаю. Где-то там они чувака пиздят. Денежку я получила. Так, ладно, я не буду ничего тут у них собирать, потому что они мне еще скажут: она ворует нашу траву, которая по факту и не наша, но это наша трава. Вместе с Весемиром приготовиться и покинуть Белый сад. Пойдем искать Весемира, чтобы что? Чтобы покинуть Белый сад в поисках моей дорогой и любимой Йеннифер. Деньги не пахнут, а. Да, я помню, он такой типа добренький был. Типа я весь такой няканный, блядь, хороший. А на деле просто козлина вонючая.
Лошадка устала. Наверное, Весемир около таверны где-нибудь там, где мы с ним и были, да? Нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Делаю себе прощу. Сделай себе прощу, малыш, сделай. Так, он меня в таверне ждет, хорошо. О, смотри, кот другой, полосатый кот. Кот, полосатый кот, кот, обормот, кот. Иди сюда, кот. Кот. Мяу. Мяу. Открывай. Чё, ёпта? Ну давай, Весемир. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас будет скандал. О, он делает это. Тыщ. Это еще кто такие? Это еще кто такие? Патриоты. 7-ю чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Хорошо. Почему ты еще не купил? Давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. А он такой сидит, уже задумал. О, там что-то одинокое сидит. Прибухивает. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят? Что ты шлюха Нильфгаард? Нифига. Нельзя так говорить. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгаарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты По итогу не мужики, а баба просто Если завела мамулька тут. тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Начинается тусняк. Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Глаза болят? А чё у тебя глаза болят? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Конечно, сейчас, блин, Что отрежу вам тебе император причиндалы. обещал, выродки? Твоих Земляки? будущих деток Как всех в той украду. войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. Как И хочешь. вы тоже. Как хотите, парни. Они уже не отступят. Вижу. Я же говорила. Это все было бессмысленно. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Вставай, пьянчуга, блин. Не подходи. Лицо-то у него боги. Уходите и не возвращайтесь. Слабаки. Они первые начали. Ну вот и все невмешательство. Пойдем. А почему они сами начали? Мне как бы защищаться надо было или что? Пусть бы меня пиздили. Я не согласна на такое. Не мы это начали. О, ля-ля. А, Сплошные отговорки. моя красотка. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Жопой Я получила обкосила. донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением.
Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Ну, я Прости, разделась, я потом не надеялся обнимай тебя меня. встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Ну подожди, дай нам Не пойми поговорить, меня неправильно, Весемир. Я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню, но в Изиме. Седлайте коней. Откуда такая спешка, барышня? Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Людям Давай помогать не себе будем дороже, торопиться да. К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Сейчас Геральт. кое-что Тот, кто ждать скажу. не любит. Кто меня ждет? Император Эмгир Вар Эмрейс. Эмгир. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? По всей видимости, да. Я не отказалась, хотя могла бы. Я что хотела сказать? Я хотела сказать про «не помогай людям». У меня вспомнилось сразу в голове, помнишь, мы когда играли в God of War, там мы Фрей, сына-то, когда убили, этого придурочного-то, который боли-то не чувствовал и был бессмертным. Когда он ее убить хотел, а мы его прикокошили, она такая, типа, ты козлина, ты моего сына убил, блин, тебя только что чуть не убили, дура ты тупая, блин. Тебя жизнь твою спасли. Мы бы сами разобрались. Да он бы тебя убил бы, блядь. Мы бы сами разобрались. Ладно. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Что же он ей предложил? Тем быстрее ты все узнаешь. Ля какая? А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Эй, Кроме того, у Весемир, что ты меня есть чем бросаешь? заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. Ну, до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Ля какая она? Пока, Весемир, пока. У него красный нос. Вообще, просто... ах, персик. Ах. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Ой, Только да это потому сначала. что извращенка. Что? В разборке внутри семьи, да, лучше не встревать. Это точно. Галопом. Она уже переоделась, смотри-ка, у нее были ляжки голые, там красивые чулочки были. А сейчас у нее уже другие штанишки. А сейчас опять она бежит с ляжками со своими. Очень интересно. Поговорим об этом завтра. Хорошо. После аудиенции. Интересно, интересно. Не, ну вы видели, да? В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в Киноляп, окрестностях деревни Белый Сад.
Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Ну, по итогу, ну... Нас купают. Смотрите-ка. Одну оставьте мне, пожалуйста. Пожалуй, достаточно. Чё достаточно? Чё, я была сильно грязной, что ли, для тебя? Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте Давай, упоминать его пока-пока. императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот Волосы верстак. оставить в покое не могу. Ну Я да. переживаю. На этот стул. Он мокренький, дайте ему вытереться. Ледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Брить? А чё не так? У Что-то меня не так с красивая моей борода. бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Элегантности. Нильфгарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был Если в в дороге. твоей завелись уши, Неважно. то ты свою Делай и свое брей. Прошу У нас откинуть вши, голову что ли? И не двигаться. Переживаю из-за чего? Из-за того, что жопу голую не показывают. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство, не знаю, подходящий ли Ты сейчас ложка? момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морвран Воркис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед императором, ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Ну, проверяй. Это лишь необходимая формальность. Проверяй. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно. Он не родители чухан. неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. А я... Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. По книгам он бомжик. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. Так вот откуда пожар. Ну ладно. Наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Ну, в моих фантазиях он не Затем бомж. ты спрятался в очаровательном Флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Эники-беники мне в помощь. Эники-беники, ели вареники. Вот так? Я хуй его знает. Я выбрался оттуда с Йорвитом, командиром отряда Скейтаэлей. Убийца чудовищ и убийца людей. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то Ой, мне заткнись. подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Если А он что, Петросян. побрей еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Поскольку сильные мира сего заточили Трис Меригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе, в распоряжении Родовида целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне Ваша трудно от милость. этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую Шалу де Тансервиль на куски.
Смотрел это верно и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Ну что же, в интересах государства иногда приходится заключать непростые Что он там союзы, вымеряет, блядь? даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Он без бороды какой-то уже не Интересы такой. государства изменились? Но зато с ним целоваться будет нормально, он не колючий Я не будет. знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. И ничего, карается кроме заключением, правды. либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это Костюм важное мне сейчас дело, подберут. но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Он бы мог что-нибудь посоветовать Удачной мне. аудиенции. Вот такую вот штучку. На людину стал похож. Ну... Может быть. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, вниманию вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Черный, черный и черный. А где моя одежда? А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Слава богу, постирать. От меня не будет Вы вонять. получите ее после аудиенции, чистой и накрахмаленной. Хорошо. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Мы сейчас будем выбирать одежду. О чем мы будем выбирать? Вот это. Вот это стрёмно, это как бабская какая-то херня. А это как то. Они прям одинаковые. Вот это и вон то. Они одинаковые. Вообще. Тут только разница. Вот это попроще. Вот это хочу. Все, взять. Я готова, ёптать. Одевай меня, блядь. Может, для вашей милости это новость, но повязанное на бедрах полотенце не является одеждой, подходящей для аудиенции. Прошу вашу милость одеться. Помоги мне одеться, я не знаю, как одеваться. Как одеваться? Как одеваться? Снаряжение. Вот так одеваться. А чё, я могу и вот так ходить. Какая шикардосина просто вообще. Все, я оделась, мать твою, за ногу. Подожди, а у меня там очко было. Нет, ну как бы очко у него есть, да, у меня умение есть какое-то. Так. У нас мутаген какой-то, да? Выберите мутаген, поместите его в указанную ячейку. Вот это вот. Подожди. Ну, подожди-ка, окей. А, вот сюда. Здоровье плюс 50. Хорошо. Мутагенные умения отмечены цветом. Папа. Чего? Подожди. Мутагенные умения отмечены цветом. Поместите мутаген в поле, где есть хотя бы одно умение того же цвета, чтобы увеличить его бонус. Вроде поняла, но не поняла. Ладно. Умения, которые цветом отличаются от мутагена, не увеличивают их бонус. Это не влияет на бонусы, полученные от других умений. Подача по цвету с мутагеном на этом поле. Понятно. Надо, значит, то, что цветом. Чем больше умений на поле совпадает по цвету с мутагеном этого поля, тем больше бонусов дает мутаген. Каждое умение этого же цвета увеличивает бонус на 100%. Можно использовать для приготовления действующих эликсиров, называемых... Понятно. Ни хера не понятно, но понятно. Вот это мне надо тогда. Это мои базовые умения, да? Это мои базовые. А их... А мне надо вот эти потом же делать. Очков потрачено. У меня есть очко одно.
Очко одно. И что мне, блядь, с этим очком делать? Мне надо что-нибудь увеличивать себе, что-нибудь прокачивать. Что угодно. А можно зеленое? Да? Одену как Шрека. Ну, могу и как Шрека. Увеличивает порог передозировки, время действия эликсира. А тут что? Масла, нанесенные на клинки. Время замедляется. О, инстинкт выживания. Солнце и звезды. Я ничего не понимаю. Мне надо читать. Все, я так не могу выбрать, что мне прокачать. Урон от мощных атак на 5%. Стрелы отражают. Нет, не нажимай. На арбалета время замедляется. А мне надо этот арбалет. А подожди, мне надо еще вот эти штуки, что ли, качать. От быстрых атак на 5%. Типа вот это вот я могу сейчас, подожди, вот так сделать, да? Опа! А как-то вот это все странно. Это погоди. Короче, нихуя непонятно, блядь. Все, до свидания. Все, нахер, пошли играть. А говорят, Я оделась. платье красит человека. А я не в платье, я в штанах. Ваша милость, вы довольны костюмом? Мне немножко мешает. Как-то я покрасивше выгляжу сегодня, чем Геральт. Я был бы доволен стеганым дублетом, но мечом. Не, ну смотри, у меня поинтереснее. Я нормально выбрала костюм, а не вот это вот какая-то рюша тут. Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Давай, припудрим его. Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Слава тебе, Господи. Но Хоть шрамы прежде не чем вы замазывают. предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Да, очень интересно, них непонятно. А я умею кланяться, все. Я не невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Не так, надо... Прощению вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарем поклониться, но не императору Нильфгаарда. Прошу взглянуть. Давай, покажи, как ты делаешь Стопа это. вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок И он не показывает коснется при груди. этом... Ладно, он вот Пусть этот палец, ваша но он милость факт повторит. показывает всем. Право... Чё, блядь? Левую ногу вперед, правую руку на грудь. А я что-то не поняла. Что там надо было делать? Что ж, движением недостает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. Пошли. А можно сейчас так чик переодеться обратно в полотенце и зайти туда в Императору ваша полотенце? милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Ой, Достаточно зануды. Ваше Величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. С головы в подбородок. А вот у чувака борода. И вон борода. Поклон! Ладно, клонимся. А можно было и не кланяться? Император. Арер айп то орде. Эвелен Наман Вадгарн, Ваворд. Прочь! Все, кроме меня.
Ну давай, мужик. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь. Нифига у него горбинка какая. А мне сказали, Я я не просто хотел, чтобы у склонилась. камергера были неприятности. Он славный мужик. Давай, Вот я дядька с вызвал золотыми меня не за тем, чтобы бирюльками. вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирила вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Хирано. Найди ее и приведи ко мне. Почему я? Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что Потому что она Гладиолус. тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Угу. Значительно больше. Подкупает меня. Мне нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведки и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит, Нарцисс, не гладиолус, нарцисс. проводи его к И ты бы чародею. не кланялся, но мы уже поклонились. Интересно, а мне только бороду побрили? Если вши завелись в бороде, вши в Извольте голове, пройти за и мной. там... Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны беспокоить. Ведите себя хорошо, Екатерина. Не дурачьтесь. А уже полдень. Спокойно. Простите. О чем мне ведьмачье чутье тут? Говоришь, солдат. Я, Эревард II, князь Вандера. Я. Да-да. Да-да. Какую-то херню несет просто. Да-да-да-да-да. Да. Да. Я не знаю ваш язык. Чё, идем? Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне со своими вещами. Ты-ты-ты. Где Йеннифер? Тогда записывай. На самом деле власть в новик. Ай, цацечка моя. В этом дублете ты потрясающе выглядишь. Ты хочешь Не меня? дождусь, когда смогу его снять. В других О, обстоятельствах смотрите, я бы у неё расценила это тут. как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Почему? Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири, У правда нее вернулась? просто надо Это не ошибка? развязать, и все, и там быстрый доступ. Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Ля какая. Чтоб меня. Она и вправду выросла. В самом деле. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. Конечно, ты больше не сидишь голой на стуле и не зовешь меня. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Потекла уже, Но а? сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгер говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Неужели по моему Из-за запаху? меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантии, геомантии и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть.
Что ж, А чё мои комменты? получилось. Ты с каких конкретно? Мгм. Давай С так. некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Будем по кустикам Ты должен ее ориентироваться. найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Чего дикая охота может хотеть от цели? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это Она не имеет знает, отношение куда к её писать. крови, к ее дару. А зачем он дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В 2 местах. В Велине и в Новиграде. И куда мы пойдем След первым в делом? Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких Нормально тайных знаков. использует вообще. Мне очень жаль Коварная разрушать твои женщина. мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Конечно, не нужен был. Нет, это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. У нас будет жаркие просто объятия, ты за себя не ручаешься, или что ты сделаешь, засранка? Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Она будет меня ждать, засраночка. Она меня любит. Ай, цыпочка какая. Ушла. Беспорядок оставила, засранка. Ой, тут можно что-нибудь взять. Хер ли я не собираю? Вон, вкусняшек сколько. О! Сейчас они скажут, что ты там насобирал? Что напиздил? А я скажу, ничего не пиздила. Вот, всякую еду собираю. Поэтический сборник. И там будет что-нибудь из разряда
Как вот это взять? Вот это горит, а как это взять? Не хочет. Да и хер с тобой. Вот чё я не лутаюсь-то? Что ты делаешь? Цири наша. Неплохо нарисована, да, такая прям? Охрана у меня все заберет? Ну, может, нет? Зажил. Может, нет, пожалуйста. Вон какая-то штука, он ее не берет. Ой, да хватит тебе вот это вот. Книжки-то можно брать, я книжки читать буду. Чё? Я читать умею. Читать полезно. А сюда куда? Закрыто. Мне сюда нельзя идти. Не пускает меня сюда. Ладно, идем. Жаль, но у меня нет времени. Вы ничего не видели, все, пока. Я тут не буду лутать, а то меня увидят и скажут, чё, блядь? Чем могу служить вашей милости? Труханы мои отдавай. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Отлично. А тут что такое? Тут задание какое-то или что? До свидания. Прощай. Ничего не обещай и ничего не говори. Гвинт, блять, играть. Сейчас прям. Быстрый переход. Зачем мне быстро? Что если с ними поговорить? Давай поговорим, блядь. Да иди нахрен тогда. Все, уходим. Чтобы переключиться на карту континента, нам надо вернуться куда-то. Чтобы открыть карту, нужно что-то. Мне надо вот сюда. Мне надо вот Встреча сюда. с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиде. Не зашел мне. Геральт узнал, Да. что его подопечная Цири Мне надо вернулась разобраться. из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Пять дней спустя. Нифига, они как высоко даже повешали некоторых. Вообще ленивая жопа. Благодарим за покупку комплекта дополнения «Каменное сердце». «Каменные сердца». Ваше отслеживаемое задание изменено на первое задание дополнения, однако мы рекомендуем браться за него только если ваш персонаж уже достиг 30 уровня. Хорошей игры и удачной пути. Аривидерчи. Играю в комплект дополнения. Идите вы нахрен. До свидания. Добро пожаловать. Отлично. Но нам надо не это, бля. Нам надо не это. У нас другое. По следам Цири. Так, а у нас тут, смотри-ка. У нас тут... Гвинт, блядь.
А это где выяснить? Ну как карта мира? Ну это нам надо... А это все доска объявлений? Ни хрена себе, ни хрена себе, ни хрена себе. Ни хрена себе. Да, борода вернулась. Все вернулось. И вошки тоже вернулись. Там какие-то вон квазимоды ходят. Одичавшая собака. Достань меч. Сейчас будем собакам головы резать. Подожди, а мне, блядь, куда идти-то? Как мне выяснять что-то? Сюда, наверное, пойдем. Я не знаю, куда я. Куда, зачем, почему вообще? Как я выясню? Я, наверное, зря переместилась, да? Поторопилась. Ватрушка. Ля, какие цветы красивые тут, а? Где доска объявлений? Вот она. Слезь. Не распускать язык, у деревьев есть уши. И ищут проводника, который проведет с семьей на ту сторону Пантара. Хорошо, люди добрые. Ветки украшены вкусностями. Пара-па-па-пам. Не трогать какие-то вкусняшки. Просьба о помощи. Угу. Помочь надо кого-то похоронить. Пропавшая жена. Жена ушла. Бросила жена просто. Тыщ. И что получается? Погоди, ну-ка, давай-ка задание. У меня сейчас... Вот, у меня дополнительное задание появилось. Ну смотри, это 7, а у меня уровень 3. Я очень маленькая. Мне надо вот сюда идти, 5 уровень. Я в Велине, все, вот сюда, значит, надо на распутье. Карта мира, ёпта, покажите, блядь, мне, куда это идти. Тут куча вопросиков. Ни хера себе, куда идти. Ну вот сюда и пойдем тогда, все. Метку поставила, сейчас туда дойдем, посмотрим, что там интересного, и будем на сегодня заканчивать. Да? Скоро полнолуние. Ничего себе. Я убью всех чудовищ. Обязательно. Всех убью. И чудовищ, и не чудовищ. Чего, блядь? Чего, блядь, ты там сказал? Ведьмак, приблизься. Чё ты хочешь? Чё тебе надо, ёпта? В чем дело? Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же почему они так плохо относятся ко мне? Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Ну ладно. Опыт, денежка. Хорошо. Тебе зачтется. Чем зачтется больше добрых мне. дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освященное масло. Масло. Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Масло. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Ну ладно. Отслеживать задание. Плотва! Мы до сих пор с головой этого Грифона ездим. Подожди, у меня по итогу какое сейчас задание? Не. Вот. Найти и сжечь тела, лежащие в ямах на поле битвы. Показать карту мира. Где это?
Нихуя себе. Ну, тут надо в разные стороны бегать. И туда, и туда. Ладно, побежали. Галопом! Ля, косульки. Отдохни. Гуль. Погоди. Огонь. О, а если взять арбалет? Ну это как бы долго и вообще бестолково. Гуля тыркать. С арбалета. Ах ты, сука, вонючая. Ну, один готов, ладно. Подожди, надо сделать вот так, оп. А теперь погоди. Теперь освещенное масло. Надеюсь, загорится. Сейчас. Иди сюда, вонючка. Так, хорошо. А где масло мне? Использовать. Теперь Игни. Игни, давай. Хей! А тут есть что-нибудь, вкусняшки какие-нибудь собрать? Вон. Кого ласточки? Какой ласточки? Что такое ласточка? Что такое ласточка? Я не знаю, что такое ласточка. Картошки притащил с маслом и селедкой. Круто! Приятного аппетита! Шевелись, мотва. Так, куда теперь? Сейчас, наверное, лучше сходить вот сюда, а потом вот сюда. Так, ну-ка, поешь-ка. Печеное яблоко он ест. Эй! Побольше побочек стоило пройти. Я там что брала, все прошла. Ну ничего страшного. Как-нибудь справлюсь же. Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Так, вот эту вот доску я обэтовала, да, облутала. Ну-ка, подойди. Я же ее облутала. А тут какие-то еще. Или нет, или да. Что-то я еще взяла. Ну ладно. Поскакали. Ой. Фу. Теперь освещенное масло. Надеюсь, загорится. Не получилось сделать. Чих-чих-чих-чих-чих. Укусила меня эта гуля, пердуля. Иди
Ебошь, ебошь! Где еще вонючка? Есть сидит. На! Я просто ебошу как сумасшедший вообще. Все, теперь будем жрать печеное яблоко, чтобы восполнить свой хп. Мозг чудовища! Я буду жрать мозг чудовища. Бутылка воды. Прах. Я все собираю. Язык. Мы отрезали Гуле язык. Коняшку, жалко, коняшку, жалко. Теперь Игни. Денег с самого начала? А зачем денег с самого начала? Hello. Bonjour. Я себя подожгла. Кукунья. Плотва. Так, у меня еды немного, да? Но. Денег побольше. Я не знаю. Денег много не бывает, конечно. Но говорят, что деньги портят людей. Yes. Эй, Давай соберем какие-то красивые вкусняшки, вот. Ласточкина трава. Скоро будет темно. Что такое тут? кого-то не добили. Погоди, съешь? Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого Так места. уезжай. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас... Нет, заплесневела оленятина, кстати, да, надо жрать все. И он не будет дорестать. Ну, не должен. Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал в Фиштах первого сорта. 3 раза все было в порядке. А на 4-й его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, У чтобы него такая сжечь челка останки и завести забавная. следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Приятного Спасибо, аппетита, зайка, кушай. Прибью, как собаку. Ну и беги, убивай. Теперь Игни. Надо подальше отойти только. Чтоб сама себя не подожгла. Ва. Эй! А сырое мясо тоже можно кушать или можно сырое мясо не кушать? Коняшку жалко. Где моя плотва? Плотва, ты где? Плотва, твою мать. Куда вот она ушла? Что она там делала? Почему она там была? Плотва, ты чё, сейчас сдурела, что ли, ёптать, а? Так, нам теперь... Все, нам... Подожди, куда? К жрецу Вечного Огня вернуться? Так далеко ходить. Нам же сюда.
Ну-ка, что у нас по времени? Ладно, пойдемте к жрецу сбегаем. Но. А потом пойдем тогда по основному заданию. Или нет, или да. Так, убери-ка меч. И давай, поскакали. Затуп. Туп-туп. По полям! Просто все снесу! Еще бы понимать тут. Рассадник чудовищ. Ну тут опять нужна какая-нибудь будет это. Так, Катерина, давай-ка это. Просто делаем отсюда уёбен забит-то. Валим нахрен! А, тут собаки всего лишь. Тихо. Не ссы, плотва, мать твою. Какое-то болото, блядь. Тут колья, аккуратно, плотва, аккуратно. Ля, какой красивый там закат. Мы почти дошли. Слушайте, я по этой карте получше ориентируюсь, чем обычно. Да? Чем в других играх. Да, поговорим. Ведьмак? Ты выполнил да, задание? давай деньги. Кстати, да, почему раньше никто ничего не жрецы Вечного сделал? Огня заинтересовались судьбой павших? Церковь Вечного Огня заботится прежде всего о живых. Ты не представляешь, сколько работы было у нас после битвы. Нужно было заботиться о раненых, Гонка со временем. Беженцев, проповедовать учения, собирать Ну-ка, кодексы. погоди. Секунду. Секунду прям, ребят. Гонка со временем, ну-ка. Блин. Что-то знакомое. Ну ладно. Я потом гляну. Все, возвращаемся. Что бы люди без вас делали? Все, я позаботился о могилах. Отдавай денежку. О могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. И он побежал биться с гулями. Торговец фисштахом выжил. Рассказал мне очень интересную историю. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. Но мне же деньги надо, ладно? Согласен. Тогда бери и ступай с глаз моих. Ну я уйду, ладно, хорошо, я уйду. А что с этим? Задание выполнено. Можно ж так не орать, да? Можно вот сюда до доски объявлений сбегать. Давай сбегаем, возьмем там задание. Блин, тут дохерища вообще всего. Тут нифига себе прям. Страшно высокая пошлина. Тут задание какое-то можно взять. Да. Грамотку не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Какие грамоты еще? Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все броды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. Это куда-то, чтобы пройти, мне нужна какая-то бумажка, да? За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь?
Ладно, не договоримся. Эй, подождите. Может, у меня для вас найдется работа. А за работу выправлю вам скидочку. Задание. А что за работа? Ладно, давай. Что за работа? Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну, знаете, твари всякие, что к трупам тянутся. Ну, допустим. Если бы вы поохраняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. Нужен первый уровень обмана. Ну, я подумаю. Ладно. Посмотрим, что я смогу сделать. Хера себе, там кто-то харкнул просто. Он, наверное, там свои мозги выплюнул, блин. Подожди, доска объявлений. Где-то вон туда. Сейчас я схожу. До доски объявлений. Да не люблю я сверчков. Сам жри своих сверчков. Так, все, я просто это возьму. А потом я это изучу. Я все взяла? Тут больше ничего не будет? Нет? Тыщ. Господи, мне кажется, там реально он выхаркивает душу из себя. Подорожные грамоты по сниженной цене. Капец заданий-то выше крыши. Заданий очень много. А где этот охотник? Ну мне же теперь интересно это все, блин, ну ребята, ну так нечестно. Вот охотник. Все, мы сейчас едем вот сюда. Поехали. Доедем, там что-то поговорим. И закончим на сегодня. Нельзя так, чтобы любопытно было. Мне сложно вообще оторваться. У меня уровень маленький, да. Да, я не привыкла игру за стрим проходить. Наверное, зря так. Dying Light я не за стрим же прошла. Там тоже какое-то задание. Давай. Иди к заданию. Одичавшая собака. Иди сюда. Мне, конечно, жаль тебя, пес Барбос, но ты, по всей видимости, тут кому-то докучала и съела тут нормальную собачку. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Horizon 1, я же тоже играла. Когда сколько стримов-то. Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Где родители-то? Почему вы одни в такой глуши? Где ваши родители? А вот черные убили. Другие сами нас из дому выгнали. Больно много ртов кормить. Блин. Возьми-ка, поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту. Что она мне дала? Одуванчик полевой. Ух, чепусенька. Кто-то украл твою куклу. Книжку мне дали. Мне дали книжку. Хорошо.
Едем. Застревает. Дяденька, чужой вон там! Где? Чужаки! Спасайся, кто может! Сейчас я все возьму здесь. Что случилось? Где чужаки? А чужаки-то где? Где чужаки? Я ищу одного человека. Зовется Генриком. Зачем я его ищу? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Шот, маленький шот. Парочка ушла. Текай отсюда. Я черный вход открою. Подкупайте. Подожди, почему черный ход? Гости приехали. Что за люди? Корчмарь! Боки! Корчмарь! Это кто? Конь в пальто. Храбрый, видать, вояка. 2 меча навесил. Ты, седой, на что тебе 2 меча? А в штанах он 2 хера держит. Ай, сука, Петросян, блядь. Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Я человек, который не любит, когда мешают пить водку. Слыхали? Его милость выискался. Может, тебе и сапоги вычистить? Языком годишься своим ты сейчас мне вычистишь. сапоги чистить. Боло, ты слыхал то же, что и я? Идите отсюда нахер, а то убью. Хватит с меня! Хватит болтать! Бою! Ах ты, сука. Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырешит всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Нехер было меня оскорблять. Где Генрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Генрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Удобно носить в штанах. 2. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Перебью всех. Не хочу я нам новых хлопот. Ну и не ссы в трусы, все будет хорошо. Мне, наверное, уже тяжело все носить, да? Как мне понять, что мне тяжело? Куда это можно будет все девать потом? Надо... Подожди, где? Ой, Матерь Божья, подожди.
Ну, готово. Погоди. Шкурка. Ему ходить тяжело, это значит, ему тяжело. А я могу через этого пьянчугу что-нибудь продать? Нет? Привет вам. Привет. Я бы что-нибудь выпил? Нет, я хочу что-нибудь продать ему. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Ему продать же можно? Продать. Вот эту хрень. Он это не хочет, да, покупать? Топор. Факел. Мне, наверное, очень тяжело уже. Нет? Как это понять? Он ходит медленно, как будто в штаны накакал. Прощай. Прощай. Девчата не жалуются. Ну хорошо. Так, где у нас черный кот? Ах ты пидорила, прости меня, Господи. Дерешься ты как девка, блядь. И рука у тебя просто отвалилась. Денежка! Где этот упал? У тебя что, поставил бутылка, меч? Куда-то надо эти мечи продавать. Мне так кажется. Куда-то их... Или какому-нибудь кузнецу надо их отдать. Яблочный сок, пей. Так. Мы должны разыскать... это мы пришли туда, куда я и хотела идти. Нам теперь... Кошмар, сколько много всего надо. Мне все хочется делать, понимаете? Мне же тут можно просто... Вон, дикое сердце. Поговорите с охотником. Этот охотник будет у нас... Где-то, блядь... он вот сюда. А тут вон есть у нас тайник. А в тайник я могу прятать свои всякие штуки, которых у меня много уже. Пункт приема металлолома, точно. На бутылке просто буду все это дело променивать. Лихо у колодца. Это что? Лихо у колодца. Где это? Это где-то тут. И где это? Ни черта не поняла. Это типа быстрый... Через быструю перемещалку. Идите тогда нахрен. Что-то я поняла. Ладно. Блин, ладно. Давайте тогда... Давайте тогда... Сюда ехать. Давайте на сегодня, ребятки, закончим. Это все безумно, конечно, блин, интересно. Но у нас завтра большой день, много дел. Завтра мы с вами будем стримить еще в обязательном порядке. Так что завтра мы с вами еще поигрунькаем, попроходим. Так, давайте вот так сделаем. Завтра попроходим еще. Я, может быть, если у меня будет время, днем посижу немножко всяких заданий, поделаю второстепенных, а мы будем с вами по основным заданиям бегать, играть. Угу. Согласны? Что хочу сказать? Спасибо, что присутствовали сегодня со мной. Завтра мы с вами обязательно встретимся за прохождением Ведьмака. Зараза, интересно же. Ребята, всем спокойной ночи.
Кому-то хорошего вечера, а потом спокойной ночи. Кому-то, может быть, уже доброго утра. Завтра всем отличного, продуктивного дня, хорошего настроения. Будьте умничками. Встретимся с вами завтра. Да? В обязательном порядке. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.